Мы видим лишь малую часть реальности. Когда мы смотрим на ночное небо, кажется, что перед нами раскрывается вся Вселенная. Звезды, галактики, туманности, бесконечная глубина пространства. Но это ощущение обманчиво. На самом деле все, что мы можем увидеть, даже с помощью самых мощных телескопов, составляет лишь крошечную долю реальности. Современная космология утверждает, что более 95% Вселенной скрыто от прямого наблюдения. Это не поэтическое преувеличение и не гипотеза на грани фантастики, а результат десятилетий измерений, наблюдений и независимых экспериментов. Мы живем внутри структуры, где большая часть содержания не светится, не отражает свет и не взаимодействует с нами привычным образом. И именно эта невидимая часть определяет, как Вселенная растет, как формируются галактики и почему космос выглядит именно так, а не иначе. Что мы вообще видим, когда смотрим в космос? Все объекты, которые фиксируют наши глаза, телескопы и детекторы, относятся к так называемой барионной материи. Это привычное вещество, атомы, молекулы, плазма, из которых состоят звезды, планеты, газовые облака и мы сами. Барионная материя взаимодействует со светом. Она может излучать его, поглощать или отражать. Именно поэтому мы вообще способны ее наблюдать. Однако исследования космического микроволнового фона, структуры галактик и динамики Вселенной показали, что барионное вещество составляет менее 5% общей плотности Вселенной. Все остальное не видно напрямую. Это означает, что привычный нам космос — лишь тонкий поверхностный слой гораздо более глубокой и сложной реальности, большая часть которой не проявляет себя через свет. Темная материя — невидимый скелет Вселенной. Проблема темной материи возникла, когда астрономы начали измерять скорости вращения галактик. По всем известным законам физики, галактики должны были бы распадаться. Видимой массы просто недостаточно, чтобы удерживать звезды на орбитах. Но этого не происходило. Значит, существует дополнительная невидимая масса, создающая гравитацию. Эту форму вещества назвали темной материей. Она не испускает свет, не отражает его и почти не взаимодействует с обычной материей, кроме как через гравитацию. Наблюдение гравитационного линзирования, искривление света далеких объектов подтверждают ее существование. По данным миссий WMAP и Planck, темная материя составляет около 27% Вселенной и формирует каркас, на котором держатся галактики и скопления. Темная энергия — сила, раздвигающая само пространство. В конце XX века астрономы сделали неожиданное открытие. Вселенная расширяется не просто постоянно, а с ускорением. Это противоречило ожиданиям, ведь гравитация должна была замедлять расширение. Чтобы объяснить этот эффект, ученые ввели понятие темной энергии, загадочной формы энергии, равномерно заполняющей все пространство. Она не образует структуры, не собирается в объекты и действует как противоположность гравитации. Именно темная энергия заставляет галактики удаляться друг от друга все быстрее. Согласно данным Planck, она составляет около 68% всей Вселенной. Это означает, что именно темная энергия определяет судьбу космоса и его далекое будущее. Полная картина, из чего состоит Вселенная. Если собрать все данные вместе, получается поразительная картина. Около 68% Вселенной — темная энергия, примерно 27% — темная материя и лишь около 5% — обычное вещество, из которого состоят звезды, планеты и жизнь. Это означает, что вся наблюдаемая астрономия изучает лишь малый фрагмент реальности. Однако даже этот фрагмент невозможно понять без учета невидимых компонентов. Без темной материи галактики не могли бы сформироваться,
А без темной энергии Вселенная имела бы совершенно другую судьбу. Мы живем в космосе, где основную роль играют сущности, которые мы не можем увидеть напрямую. Как ученые узнают о том, чего не видят, на первый взгляд кажется невозможным изучать то, что нельзя увидеть напрямую. Но современная космология как раз и построена на косвенных наблюдениях. Ученые не видят темную материю и темную энергию, но они видят их последствия. Один из ключевых методов — гравитационное линзирование. Масса искривляет пространство, и свет от далеких галактик изгибается по пути к Земле. Измеряя степень этого искажения, астрономы вычисляют количество массы, даже если она невидима. Другой важный источник данных — космическое микроволновое фоновое излучение, реликтовое эхо Большого взрыва. Его мельчайшие неоднородности позволяют восстановить состав ранней Вселенной с поразительной точностью. Дополняют картину кривые вращения галактик и распределение галактических скоплений. Все эти методы независимы друг от друга, но приводят к одному и тому же выводу. Большая часть массы и энергии Вселенной скрыта от прямого наблюдения. Именно поэтому НАСА, ЭСА и другие агентства считают темные компоненты не гипотезой, а фундаментальной частью космической реальности. Почему это меняет наше понимание Вселенной? Осознание того, что 95% Вселенной невидимо, радикально меняет наше представление о реальности. Раньше казалось, что, изучая звезды и галактики, мы постепенно приближаемся к полному пониманию космоса. Теперь ясно. Мы исследуем лишь поверхность гораздо более глубокой структуры. Это означает, что многие законы физики могут быть неполными или работать лишь в пределах видимого вещества. Именно поэтому поиск природы темной материи и темной энергии считается одной из главных задач современной науки. Если ученым удастся понять, из чего они состоят, это может привести к открытию новых частиц, новых полей или даже новых измерений. По значимости такие открытия будут сопоставимы с появлением квантовой механики или общей теории относительности. По сути, мы находимся в начале пути к новому пониманию устройства Вселенной, более глубокому и неожиданному, чем все, что было раньше. Когда мы смотрим на космос, нам кажется, что он ясен и понятен. Звезды, галактики, туманности. Но на самом деле это лишь тонкий, видимый слой огромной и сложной реальности. Основную роль в эволюции Вселенной играют темная материя и темная энергия. Сущности, которые мы не можем увидеть, но без которых космос просто не существовал бы в нынешнем виде. Именно они управляют формированием галактик, расширением пространства и будущей судьбой Вселенной. Понимание этого факта заставляет иначе взглянуть и на наше место в космосе. Мы живем не в полностью изученной системе, а в загадочном мире, где большая часть законов еще только предстоит открыть. И каждый шаг науки в этом направлении — это шаг к пониманию того, как устроена реальность на самом деле.